Всем привет! Сегодняшняя наша лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных металлов из вот такого материала. Материал на переработку предоставлен одним из подписчиков, Александром, за что ему отдельное спасибо. Материал представляет из себя корпусные неприемные КМ-конденсаторы с предположительным содержанием серебра, палладия и платины и исходным весом 136,5 грамм. Извлекать основной полезный металл, коим здесь предположительно является палладий, будем особо извращенным способом, через дихлордиамин палладий. Это неорганическое соединение представляет из себя комплексный амин соли палладия и соляной кислоты с формулой, которую вы можете видеть в верхнем углу экрана. Существует также более простое название этого неорганического соединения – палладозамин. Его для простоты в дальнейшем мы будем использовать. Данный комплексный амин образует две формы: устойчивую в виде оранжевого трансизомера и неустойчивую желто-коричневый цисизомер. Оба плохо растворяются в холодной воде. Ключевое слово здесь «холодный». Почему это важно, выясним чуть позже, а пока перейдем к плану переработки. На первом этапе избавимся от корпусного покрытия и краски при помощи нагревания до температуры приблизительно в 1000 градусов в муфельной печи. Далее отделим на мелком сите краску от основного материала. Далее попробуем избавиться от керамической основы конденсаторов, которая является титанат бария. Избавляться будем при помощи растворения его в соляной кислоте. На следующем шаге попробуем произвести разделение двух основных металлов, платины и палладия, не на уровне растворов, а на уровне металлов. Для этого материал закинем в азотную кислоту, и, соответственно, палладий должен в ней раствориться и перейти в раствор, а платина, не растворяющаяся в азотной кислоте, останется в виде металлической фольги. Далее переведем раствор палладия в аммиачный комплекс, и после отфильтровывания ненужных примесей будем добывать палладозамин. Палладозамин будем напрямую восстанавливать до металлического состояния. Также обработаем маточный раствор диметилглиоксимом. Ну а платину при ее наличии будем обрабатывать отдельно. План нарисовали. Приступаем. Печь предварительно нагрета, и мы переносим в нее материал. Как видим, дверь печи имеет достаточно плотное прилегание, и поэтому после выжигания кислорода внутри объема печи имеем практически бескислородное сжигание, то есть пиролиз. Также в печи отсутствуют конвекционные потоки, которые, в свою очередь, могли бы унести самые маленькие частички полезного металла вместе с воздушными потоками. А это, в свою очередь, положительно сказывается на минимизации потерь. Спустя 40 минут обжиг завершен, и мы переносим материал на тестование. Разделять обожженный материал на фракции будем при помощи вот такого сита.
На выходе имеем рассетованный на две фракции материал. Полезный и не очень. Теперь относительно фракции, находящейся на дне стакана. Она, безусловно, содержит мельчайшие частицы полезных металлов, но эти условные потери я оцениваю приблизительно 0,3-0,5%. Я не раз обрабатывал подобную фракцию, когда она у меня скапливалась в достаточном количестве, и потери имеют именно такую величину, на нее можно ориентироваться. В рамках сегодняшней лабораторной работы мы ее обрабатывать не будем, но при подсчетах, безусловно, учтем. Переходим к следующему этапу. Вытравливание основы КМ-конденсаторов из титаната бария при помощи соляной кислоты. Общий вес КМ-конденсаторов после обжига и фракционирования составляет теперь 92 грамма. Таким образом, в отходы у нас ушло на этом этапе 44 грамма. Теперь переходим к обработке соляной кислотой. Переливаем соляную кислоту и несем наш материал в вытяжной шкаф. Процесс вытравливания основы из титаната бария займет порядка 3 часов. Материал перенесен в вытяжной шкаф, ждем закипания и растворения. Спустя приблизительно 1,5 часа наблюдаем частичное растворение основы КМ-конденсаторов, а также плавающую в растворе фольгу палладия и платины. Сейчас я освежу вытравливающий раствор и будем ждать дальнейшего и полного растворения титаната бария. Спустя еще приблизительно час наблюдаем полное растворение керамической основы, а также увеличение количества плавающей в растворе фольги. И теперь, я думаю, самое время переходить к следующему номеру нашей программы, а именно к растворению палладиевой фольги и отделению ее от платиновой. Сейчас я декантирую верхушку, промою осадок и будем приливать к нему азотную кислоту. Итак, после декантации раствора и всех промывок имеем вот такое приличное для неприемных конденсаторов количество фольги, предположительно палладиевой и платиновой. И сейчас мы эту фольгу будем разделять, соответственно, на платину и палладий. Также имеем порядка 3 литров промывочных вод после травления керамической основы. Этот раствор также содержит частички полезного металла, плавающего здесь в виде взвеси и обрывков платиновой и палладиевой фольги. Пока что мы эти промывочные воды отставляем и будем заниматься основным материалом.
Для отделения платиновой фольги от палладиевой прильем около 150 мл азотной кислоты. Соответственно, палладиевая фольга у нас растворится и перейдет в раствор, а платиновая должна остаться на дне. И несем все это в вытяжной шкаф. Плитка нагрета, ставим на нее раствор и ждем растворения. Реакция стартовала и сопровождается выделением монооксида и диоксида азота. На растворение уйдет приблизительно 20 минут. Спустя 10 минут кипения наблюдаем отсутствие выделения газов, монооксида и диоксида азота, что говорит нам об окончании растворения. Сейчас я отдекантирую этот раствор и отправлю его на фильтрацию. Ну и посмотрим, осталась ли на дне платиновая фольга. Я осушил осадок и видим наличие платиновой фольги. Пару ее кусочков я здесь выловил. Платина в исходном материале присутствует в следовых количествах. Также в осадке обнаружены полоски слюды. Это говорит о том, что материал был загрязнен какими-то пленочными конденсаторами. Основной раствор, как я и говорил, отправляется на фильтрацию. Сейчас за кадром все вот это я перемолю в ступке. Еще раз прогоню через азотную кислоту, промою, а затем попробую растворить уже в царской водке вместе с ярко выраженной платиновой фольгой. Ну и по цвету раствора будем принимать решение, восстанавливать платину или нет. Возможно, что ее концентрация в растворе просто не хватит для полноценной реакции восстановления. Приступаем к фильтрации основного раствора. Будем, как и всегда, использовать для этого колбу Бунзена с воронкой Бюхнера и двойной фильтр синяя лента. Включаем компрессор, укладываем фильтры, выставляем силу всасывания вакуумного насоса и смачиваем фильтры. Приливаем раствор. И сюда же отправляем раствор после обработки азотной кислотой столченного в ступке материала. Соответственно, все, что останется на фильтре,
будет нашей платиной. Теперь промываем фильтр до тех пор, пока из воронки не начнет капать прозрачная жидкость. Фильтр с уловленной на нем платиной отправляется в вытяжной шкаф на растворение. А мы сейчас будем заниматься первичным выделением первого из полезных металлов серебра в виде хлорида. Для этого к раствору нитрата серебра прильем небольшое количество соляной кислоты. Как видим, хлорид выпал. И сейчас мы будем ловить его на фильтре. После этого промывать и отставлять до дальнейшего выделения серебра. Итак, после проделанных манипуляций имеем на выходе свободный от хлорида серебра раствор нитрата палладия и, собственно, сам хлорид серебра. Как видим по цвету, он потянул за собой часть нитрата палладия, поэтому сейчас я отмою хлорид в дистиллированной воде, пропущу через фильтр и объединю растворы, этот после фильтра и маточный. Пока мы рихтовались с растворами нитратов серебра и палладия, подоспел еще один, представляющий из себя не что иное, как тетрахлорплатинат водорода, и он также отправляется на фильтрацию. После фильтрации всех кислых растворов имеем следующую диспозицию. Насыщенный раствор нитрата палладия, отмытый, насколько это вообще возможно, хлорид серебра и царско-водочный раствор платины. Он не сильно насыщен, но уловить разницу в цвете между ним и раствором нитрата палладия, думаю, вполне возможно. Хлорид серебра и царско-водочный раствор платины отправляются на восстановление. А об этом растворе мы сейчас подробнее поговорим. По моему скромному мнению, на этом моменте многие афинажники делают фатальную ошибку, отправляя этот раствор нитрата палладия на восстановление при помощи формиата натрия. Дело в том, что процесс восстановления формиатом натрия из слабокислых растворов не обладает нужной селективностью по палладию, что приводит к восстановлению практически всех металлов, находящихся в этом растворе. И поверьте мне на слово, их здесь немало.
что в дальнейшем будет продемонстрировано. Мы же пойдем немного другим путем и переведем раствор нитрата палладия в аммиачный комплекс для последующей его очистки от примесей других металлов. Собственно, приступаем. Переводить раствор нитрата палладия в аммиачный комплекс мы будем при помощи 25% водного раствора аммиака в магнитной мешалке. Реакция является экзотермической, и при ее протекании происходит достаточно сильный разогрев раствора. Также по мере дальнейшего приливания аммиака и повышения уровня pH раствора происходит ступенчатый гидролиз солей металлов по катиону или аниону, в зависимости от того, сильным или слабым основанием эта соль обладает. Как результат в растворе должна образоваться гидроокиси примесных металлов, выпадающие в виде нерастворимых осадков. Для солей металлов, обладающих сильным основанием и сильной кислотой, реакция гидролиза не происходит. В нашем случае в растворе в виде комплексов останутся как минимум медь и палладий. Образование аммиачного комплекса палладия происходит по формуле, которую вы можете видеть в правом верхнем углу экрана. Сейчас мы замерим pH раствора. Он должен быть в районе 11 или 12. Что, собственно, и наблюдается. Приливаем контрольную порцию раствора аммиака. Ждем окончательного выпадения гидрооксидов примесных металлов в виде нерастворимых осадков. После этого отправляем раствор на фильтрацию. После перевода нашего палладиевого раствора в аммиачный комплекс, он немного отстоялся, мы можем наблюдать выпадение тех самых гидрооксидов паразитных металлов в виде нерастворимых осадков. Это могут быть гидроксиды олова, титана, бария и еще бог знает чего. Если бы на предыдущих шагах мы восстановили раствор нитрата палладия при помощи формиата натрия, то все паразитные металлы, которые сейчас сидят в нерастворимых гидрооксидах на дне стакана, восстановились бы вместе с палладием, что очень отрицательно сказалось бы на его чистоте. У нас в растворе примесей не так много, но их количество может достигать 20-25%. И все это привело бы к очень сильному загрязнению целевого металла. А произведший эти манипуляции афинажник, в свою очередь, очень сильно бы радовался огромному выходу палладия. Лирическое отступление закончили. Раствор отправляем на фильтрацию. Наш раствор отфильтрован и готов к следующей цепочке химических преобразований, а именно выделению палладозамина. Для большей зрелищности протекания этой реакции я немного сконцентрирую раствор путем упаривания его примерно до 700 мл. Но в принципе этого можно и не делать. Для увеличения скорости упаривания мы перельем наш раствор в более широкий стакан и перенесем его в вытяжной шкаф.
Пока наш основной раствор упаривается, перейдем к восстановлению серебра до металлического состояния из хлорида. Восстанавливать будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата напрямую из хлорида. Хлорид серебра я разбавил небольшим количеством дистиллированной воды, нагрел и начинаем прикапывать восстановитель. Вот, собственно, и все. Восстановление закончено. Сейчас этот раствор отстоится. Я солью верхушку, просушу осадок. И, возможно, мы его сегодня сплавим. Вот такое количество восстановленного серебра у нас получилось. И оно отправляется на сушку. Ну а пока наше серебро подсыхает, перейдем к следующему пункту нашей лабораторной работы, а именно восстановлению платины из царско-водочного раствора. Для этого нам понадобится приготовить два раствора. Первый – это насыщенный раствор кальцинированной соды, и второй – это 10% раствор формиата натрия. Для восстановления 1 грамма платины в нормальных условиях требуется 0,8 грамма формиата натрия. Так как платина у нас предположительно не больше грамма, то даже взяв с двойным запасом, нам нужно будет приготовить 20 мл раствора формиата натрия из навески в 2 грамма. Присыпаем раствор формиата натрия. И далее попробуем растворить в 50 мл дистиллированной воды навеску в 20 грамм кальцинированной соды. Для успешного протекания реакции восстановления и получения крупного осадка платины необходимо, чтобы растворы находились в кипящем состоянии. Поэтому мы сейчас переносим их на плитку, греем, ждем, пока реактивы растворятся, а растворы закипят. Наши растворы закипели. И на этом моменте в нашей студии появляется главный виновник торжества – гексахлорплатинат, вроде известный как царско-водочный раствор платины. Так, начнем восстановление.
горячий царско-водочный раствор прольем насыщенным. Значит, нам нужно добиться того, чтобы выделяющийся выделяться. Собственно, раствор я предварительно упарил до солей, разбавил дистиллированной водой. Теперь приливаем получившийся раствор кипящему 10% по чуть-чуть. Должно начаться изменение цвета. Приливаем остаток. Вы в очередной раз все видели. Восстановление платины произошло. Наблюдается формированный осадок. Он, правда, достаточно мелкий, но он есть. Не уверен, что восстановившееся количество платины будет возможно взвесить, но, по крайней мере, осадок я вам покажу. Сейчас выключаю плитку, даю раствору отстояться и покажу вам результат. На самом деле платина восстановилась даже до фольги. Попробую вам сейчас показать. Надеюсь, видно плавающие кусочки фольги платины. Результат вот такой. И этот результат отправляется на промывку и просушку. Ну а мы переходим к следующему пункту нашей лабораторной работы – выделению плодозамина. Для этого нам понадобится сам раствор, представляющий себя аммиачный комплекс палладий, и некоторое количество соляной кислоты. При планировании переработки я не зря упоминал, что плодозамин плохо растворяется в холодной воде, потому что в горячей он растворяется достаточно неплохо. На первом этапе выделения плодозамина, приливая к комплексному раствору соляную кислоту, мы будем иметь экзотермическую реакцию, то есть реакцию с выделением тепла, которая подогреет наш раствор. И в случае нагрева этого раствора выше температуры в 22 градуса, растворимость плодозамина в этом растворе будет достаточно высокой. Поэтому сейчас мы раскислим раствор не до конца, а только до небольшого изменения цвета. После этого раствор охладим и будем в дальнейшем использовать водяную баню. Начнем процесс раскисления.
Ну вот мы наблюдаем изменение цвета. При дальнейшем добавлении соляной кислоты полдозамин начнет образовываться. Поэтому сейчас мы снимаем раствор, охлаждаем его. И, как я раньше говорил, будем использовать водяную баню. Ждем, пока раствор охладится. Так как на улице у нас все еще зима, я попробую принести немного снега. Это поможет нам охладить наш раствор до минимальной возможной температуры. Наш раствор охладился до температуры приблизительно 10 градусов. И теперь можем приступить к продолжению выделения полдозамина. Начинаем снова приливать раствор соляной кислоты. Видим изменение цвета в сторону желтого. Это говорит о том, что полдозамин начал выделяться. Далее будем приливать соляную кислоту до тех пор, пока раствор не станет насыщенного оранжевого цвета. Выделение полдозамина практически закончилось. Поливаем контрольную порцию соляной кислоты. Сейчас я недолго покручу раствор на мешалке и покажу, что получилось. Получилось у нас следующее. Выделился полдозамин. Останавливаем мешалку. Извлекаем магнитный якорь. И ждем, пока полдозамин осядет на дно. Раствор немного отстоялся, и на дне можно наблюдать осадок полдозамина ярко-оранжевого цвета. Все предыдущие манипуляции с водяной баней и температурным режимом были необходимы для того, чтобы в маточном растворе осталось как можно меньше следов исходного палладия. Таким образом мы минимизируем потери, а также в дальнейшем минимизируем расход такого дорогого и редкого реагента, как диметилгиоксин, для выбивания остатков палладия из маточного раствора.
Пока раствор снова не нагрелся, несем его на фильтрацию. На выходе после фильтрации имеем практически чистый, без остатков палладия, маточный раствор и палладозамин, уловленный на фильтре. Маточный раствор я сейчас отправляю на дальнейшую переработку. Будем выбивать с помощью диметилглиоксима остатки палладия. А палладозамин с фильтров я сейчас смою в отдельный стакан и будем выделять из него металлический палладий. Восстанавливать палладий до металлического состояния из палладозамина будем при помощи все того же однородного раствора гидрозингидрата. Раствор нагрет, как обычно, до 80 градусов. Опускаем магнитную мешалку и начинаем прикапывать восстановитель. Значит, в данном случае использование магнитной мешалки предпочтительно из-за того, что обычно в процессе восстановления палладия до металла на стенках стакана образуется зеркало. При использовании мешалки это зеркало, как правило, не образуется. И потом его не нужно соскабливать со стенок. Прикапываем. Восстановление происходит очень быстро. В общем-то, вот оно уже произошло. Можно наблюдать скоагулировавшиеся кусочки металлического палладия. Теперь остается только покрутить его чуть-чуть под кипением до очистки раствора, до прозрачности. И отставить на отстаивание. Восстановление закончено. Раствор полностью просветлел. Извлекаем магнитный якорь. И наблюдаем вот такой замечательный крупный осадок палладия. Чтобы вас сильно не утомлять, за кадром я его промою и просушу. Ну а мы переходим к предпоследнему пункту нашей лабораторной работы – выбиванию остатков палладия из маточного раствора. Для этого нам понадобится, собственно, сам раствор, 50 мл ацетона и навеска из 2 грамм диметилглиоксима, который мы в этом ацетоне растворяем. Почему в ацетоне? Обычно для растворения диметилглиоксима используют спирт. Но при приливании спиртового раствора в сильно кислый маточный, который к тому же еще будет нагрет,
можем поиметь очень сильную реакцию нейтрализации, которая приведет к разбрызгиванию раствора по стенкам лабы. Поэтому, несмотря на то, что ацетон является прекурсором, я все-таки предпочитаю использовать его. Для лучшего растворения диметилдиоксима в ацетоне отправим его на легкий подогрев. Также подогреваем маточный раствор. И когда растворы будут готовы, будем приливать раствор диметилдиоксима. Наши растворы готовы. И начинаем приливать раствор диметилдиоксима к маточному. Для полного выбивания остатков палладия из маточного раствора понадобится приблизительно около суток. Но о каком-то первичном количестве образования глиоксимата палладия мы сможем судить уже минут через 10. Вот, собственно, он образовывается в виде взвеси. Большая часть глиоксимата палладия выделилась. На вид его достаточно много, но он практически ничего не весит. При правильном соблюдении температурного режима на этапе выделения плодозамина в маточном растворе должно остаться не более 3% исходного палладия. Когда выделение глиоксимата палладия закончится, я поймаю его на фильтре, растворю в царской водке и произведу осаждение при помощи формята натрия. После этого можно будет оценить условные потери в маточном растворе. Для вас прошла пара секунд, для меня чуть меньше суток. Этого времени вполне достаточно для полного выделения глиоксимата палладия из маточного раствора. Сейчас я поймаю его на фильтре и в дальнейшем будем с ним работать. На выходе после фильтрации имеем чистейший, свободный от палладия раствор. Он отправляется на утилизацию. И также имеем вот такое небольшое количество глиоксимата палладия. Глиоксимат палладия я сейчас перенесу в стакан и буду растворять в царской водке. Существуют методы прямого восстановления глиоксимата палладия до металлического палладия. Обычно эти способы связаны с его прокаливанием в бескислородной среде, но это не наш метод, мы не ищем легких путей, будем обрабатывать по-своему.
Глиоксимат палладий растворился. Раствор получился не так, чтобы сильно насыщенный, но мы от него многого и не ждали. За кадром я сейчас быстренько его отфильтрую и верну на восстановление. Раствор отфильтрован и доведен до кипения и готов к процедуре восстановления. Восстанавливать, как я и говорил, будем при помощи навески из 3 грамм формята натрия. Напомню, что для восстановления 1 грамма палладия требуется 0,8 грамма формята, мы берем с запасом. Излишек азотной кислоты будем гасить натрием уксусно-кислым. Здесь мы убиваем 2 зайцев. Во-первых, погасим излишки азотной кислоты, а во-вторых, при присыпании данного реактива образуется муравьиная кислота, которая необходима для восстановления палладия из цацководочного раствора при помощи формята натрия. Гасим азотку. Теперь снова доведем раствор до кипения и будем присыпать формят натрия. Присыпать будем совсем по чуть-чуть, дабы не получить автокаталитическое ускорение реакции с последующим выбеганием раствора. Перекипятим и ждем изменения цвета раствора в сторону черного. Раствор начал темнеть. Началось выделение металлического палладия. Добавим еще чуть-чуть уксусно-кислого натрия. Видимо, муравьиной кислоты образовалось недостаточно, поэтому реакция достаточно долго не запускалась. Добавим еще чуть-чуть формята натрия.
Ставлю вас на таймлапс. Кипятим и ждем. Весь процесс вы видели от начала и до конца. Восстановление палладий состоялось. Наблюдаем достаточно крупный сформированный осадок. Раствор при этом просветлел. Сейчас я солью верхушку, промою несколько раз, просушу и будем переходить к финалочке, к взвешиванию. Подведем итоги нашей лабораторной работы. Первым отправляется на взвешивание слиток серебра. Результат 3,1 грамма. Теперь взвешиваем основной добытый металл, добытый через выделение палладозамина. Этот результат у нас 1,41 грамма. Далее на взвешивание отправляется металл, добытый из маточного раствора после выбивания из него остатков палладия при помощи диметилглиоксима. Результат 0,07 грамма. Теперь объединим весь добытый металл. И общий вес у нас получается 1,48. Ну и платина, куда же без нее? Я думаю, что даже бессмысленно бросать это на весы. Здесь количество осадка, которое взвесить невозможно. Но, тем не менее, количество вот такое. Теперь давайте прикинем, какие у нас условные потери палладия были в маточном растворе. Путем нехитрых манипуляций можно вычислить, что они равны 4,7%. Это не те 3, которые я вам декларировал, но в принципе похоже. Скорее всего, что если бы исходный раствор аммиачного комплекса палладия был более концентрированный, то в итоге потери оказались бы в процентном соотношении гораздо меньше. Но наш раствор оказался не таким насыщенным, как я ожидал. Теперь немного о частоте полученного палладия. Обработка КМ-конденсаторов абсолютно любым методом – один из самых геморройных процессов, которые только можно себе вообразить. Метод, который мы применили сегодня в рамках лабораторной работы, является не самым простым, но позволяет добиться наибольшей частоты полученного металла. Не раз было проверено, что частота вот этого металла составляет 98%. И если кто-то мне будет говорить, что у него при обработке КМ-конденсаторов в один проход получилась частота металла 0,4, я просто рассмеюсь ему в лицо и скажу: proof в студии.
Даже банковская проба в инвестиционных слитках не 4 девятки, а 3 девятки и восьмерка. При обработке КМ-конденсаторов методами отличными от того, который мы использовали сегодня, будет в лучшем случае в районе 94-95%. Но, скорее всего, гораздо хуже. В одном из последующих видео я обязательно покажу другие методы обработки КМ-конденсаторов и вообще, в принципе, палладий содержащего материала. Но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!